Доброе утро, зрители Stop Game! Вы смотрите Инфакт. Naughty Dog поведала о ключевых темах своей новой игры Intergalactic: The Heretic Prophet. Действие развернется в альтернативном мире, где человечество совершило большой технологический скачок и уже к 1986 году серьезно продвинулось в сфере космических полетов. Нас же забросит на 1000 лет спустя. За это время успело родиться и нехило разрастись новое религиозное течение, заместившее собой все прочие. Его центром стала планета, связь с которой в какой-то момент обрывается. Эту планету нам и показывали в трейлере. И именно здесь терпит крушение главная героиня Intergalactic. Разработчики хотят передать ощущение одиночества и изоляции. Если в предыдущих играх студии рядом с протагонистом всегда находился товарищ, то здесь нас предоставят самим себе. Авторы продолжают играть с идеями и сложными элементами, а потому проект будет продолжать меняться и эволюционировать. Даже Нил Дракман не знает, что The Heretic Prophet будет представлять к концу производства. Также он отметил, что ему нравится, как в стародавние времена разработчики не держали игрока за руку и позволяли самостоятельно по кусочкам складывать сюжет в единую картину, как то было во второй Half-Life. Вероятно, стоит ожидать чего-то подобного и в Intergalactic. Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5, но когда мы ее увидим, никто не знает. В прошлом году Capcom объявила, что хочет вновь ввести в строй свои старые франшизы, которые давно покрылись пылью и не доставались из долгого ящика. Этот замысел был подкреплен анонсами Okami Sequel и Onimusha Way of the Sword. Также компания провела опрос среди фанатов, главным вопросом в котором был продолжение какой серии вы ждете больше всего, и победила Dino Crisis. Это я все к чему. Похоже, мечта о возрождении экшенов об истреблении динозавров, можно сказать, практически сбылась. 4 марта Capcom зарегистрировала в Японии новую торговую марку, барабанная дробь, Dino Crisis, так что ждем в ближайшем будущем анонса. Blizzard уже 2 года не проводила фестиваль BlizzCon. В 24-м компания вовсе заявила, что мероприятие отменяется и появится только когда-нибудь потом. Так вот, метелица наконец определилась с этим потом и решила возродить традицию в 2026 году. Нас ждут знакомые церемонии открытия, круглые столы, ярмарка новолуния, дружеские соревнования, презентация игрового процесса и многое другое. Кроме того, фестиваль обещают вывести на новый уровень и сделать его незабываемым для всех участников. По крайней мере, так заявляет сама Blizzard. Студия Zaum, подарившая нам Disco Elysium, вернее то, что осталось от той студии, выкатила тизер новой ролевой игры под названием Project C4. По самому ролику ничего не понятно, геймплея нет, сплошной психодел и закадровый голос. Но все же, как говорят авторы, они хотят сделать определяющую жанр RPG, где будет рассказана захватывающая история о шпионаже и сплочении команды в оригинальном, но до боли знакомом сеттинге. Все ведущие разработчики Disco уже давно покинули компанию, и народ это знает, а потому их дико раздосадовала фраза в начале тизера, гласящая «Мы подарили вам Disco Elysium». Ну, если бы YouTube показывал количество дизлайков, оно бы зашкаливало. Когда выйдет Project C4, не сказали. Как известно, Batman Arkham Knight должна была получить продолжение, которое, увы, было отменено. В сети появились новые концепт-арты, созданные художником Родриго Пролье. На них изображен молодой Дэмиан в роли нового темного рыцаря, старик Брюс, а также обновленный киллер Крок. Брюс, опирающийся на трость и покрытый шрамами, выглядит как наставник, чьи дни активных подвигов давно миновали. Другой художник Дэниел Саймон поделился, что Бэт-цикл должен был получить систему апгрейдов, в том числе складывающийся щит в виде крыльев летучей мыши. Игра должна была перенести нас в мрачное будущее Готэма, где постаревший Брюс Уэйн уступает мантию Бэтмена своему сыну Дэмиану. Однако причины, по которым проект решено было свернуть, до сих пор неизвестны.
Ультимативное издание Control внезапно получило обновление, которое включает в себя миссию «Процесс создания образов доктора Йосими Такуи» с озвучкой самого Хидео Кодзимы. Ранее она была доступна только в качестве эксклюзивного контента для Digital Deluxe изданий на PS4. Задание появляется при посещении лаборатории экстрасенсорики и поиске аудиозаписи около одной из камер. Также обнова открыла доступ к 4 новым костюмам, но на этом Remedy не ограничилась. В игру внедрили технологию HDR, новый ультра-пресет для трассировки лучей, а также совместимость с ультраширокими мониторами, настройку поля зрения, поддержку DLSS 3.7 и DLAA. У создателей Halo Infinite было много задумок, и далеко не все из них дожили до финальной версии. Например, Infinite должна была стать платформой для будущих обновлений, включая сюжетный контент, вместо разработки отдельного продолжения. Но этот план так и не сбылся. Кроме того, проект задумывали как игру-сервис, для нее хотели выкатить сюжетное DLC об Атриоксе, и что самое интересное, это дополнение должно было ввести в Halo систему Warlord, весьма напоминающую систему Nemesis из дилогии Middle-earth Shadow of. Грандиозный план рухнул из-за конфликтов с руководством и перехода с внутреннего движка Sleep Space на Unreal Engine. Все, что создавалось на Sleep Space, полетело в помойку. Что-то пытались спасти, выведя в отдельные проекты, но и те были в итоге заброшены. В конце концов, вместо планомерного развития, Infinite получила только 5 сезонов мультиплеера, после чего перешла на операции, так и не реализовав потенциал компании. Грустно. И давайте быстро пробежимся по оставшимся новостям. 14 марта Konami проведет прямую трансляцию, на которой в кои-то веки нормально покажут Silent Hill F. The First Berserker Kazan получила новый обзорный ролик на 8 минут, в котором авторы представили основные механики боевой системы. Акцент сделали на менеджмент выносливости, подвижном стиле боя и выведении врага из равновесия. Игра стартует 27 марта. Postal 2 получит VR-версию, в которой обещают реализовать новую систему стрельбы для контроллеров, переработанный интерфейс и обновленную мини-карту. Все прочее же останется нетронутым. Postal 2 VR заявлено для шлемов Steam VR, PSVR 2, Quest 2 и Quest 3. Даты выхода проект пока не имеет. И это все новости на сегодня. Призываю вас заглянуть к нам на сайт и заценить свежий видеообзор от Василия Гальперова, посвященный Monster Hunter Wilds. Приятного ознакомления и хорошего дня!